Всем привет и спасибо, что зашли на мой канал. Друзья, сегодня я хочу мариновать алычу на зиму. Существует множество способов маринования алычи на зиму. Я же поделюсь своим рецептом и опытом. Кому интересно, оставайтесь со мной и будем мариновать алычу на зиму вместе. Для маринования алычи мне понадобятся следующие продукты. Алыча – это основной продукт, и я сегодня использую зеленую алычу, скажем так, среднего калибра, не очень большие и не очень маленькие. Стручковый перец мы любим, чтобы маринад был остреньким, поэтому я кладу стручковый перец, но если вы не сторонник острого, то его можно и не класть. Лавровый лист, чеснок, душистый и черный перец в горошек. Белый базилик можно использовать только листочки или только стебельки. Я же использую и то, и другое. Сельдерей, вернее корешки. Лучше, конечно, применить веточку, но беру то, что нашла, как говорится. Уксус. У меня 9%, вполне подойдет 6%. Сахарный песок. На 3 банки я беру всего 1 чайную ложку сахарного песка. При желании его можно даже и не класть. Соль. Соль должна быть не йодированная, специально для закваски. А еще при работе мне понадобятся вспомогательные предметы. Для закатывания алычи я сегодня использую 700-граммовые банки, но метод спокойно применяется ко всем банкам, независимо от их объема и от типа крышек. Жестяные под закаточный ключ или винтовые. Я даже специально выбрала банки с разными видами крышек. Список и количество всех ингредиентов вы видите на ваших экранах. Также я их оставлю внизу под видео. Итак, все ингредиенты предварительно положила в воду, затем тщательно помыла, положила их сперва в дуршлаг, затем на хлопковую скатерть, чтобы вода вся стекла. Готовлю все ингредиенты. Корешки сельдерея мелко нарезаю, но не очень. У базилика отрываю лепестки, хотя это не обязательно. При желании стебельки можно оставить вместе с листочками. Просто, на мой взгляд, раскладывать их по отдельности практичнее. Разрезаю стручковый перец на маленькие дольки. Лавровые листы разделяю пополам, а у алычи отрываю плодоножки. Ну что, все готово. И я раскладываю продукты по банкам. На дно каждой банки отправляю по несколько листочков белого базилика, несколько долек сельдерея. Туда же закидываю по 6-7 штучек душистого и 4-5 штучек черного перца горошек. По половинке лаврового листа. Они у меня большие, поэтому я их разделила. Снизу кладу половину листка и в конце положу вторую половинку лаврового листа. Соответственно, если листья маленькие, то можно их положить целиком. Маленький дольчик стручкового перца, чеснок, пока кладу по одному зубчику в каждую банку, в конце положу еще 1 зубчик чеснока. Теперь отправляю по банкам основной ингредиент – алычу. Перед тем, как закладывать алычу по банкам, прокалываю их зубочисткой ближе к плодоножкам. Это делается для того, чтобы алыча хорошенько пропиталась маринадом и ароматами вспомогательных ингредиентов. В этой связи хочу отметить, что для маринования подходят алыча, зеленая алыча с плотной кожурой. Зеленая алыча с плотной кожурой достаточно уверенно себя чувствует в маринаде. Такая алыча, постепенно пропитавшись снутри и наружу ароматами трав и других душистых вспомогательных ингредиентов, становится очень и очень вкусной. А слишком спелая алыча, пропитавшись маринадом, может смягчиться так, что потеряет свой товарный вид. По ходу, если попадаются плодоножки, отрываю их. Алычу в банку закладываю достаточно плотно
но не слишком, так как маринад должен подступиться до каждой алычи. Иногда по пустотам можно закидывать стебельки базилика. Если попадаются алыча с какими-то повреждениями, то я убираю их. Кстати, такие плоды можно и не прокалывать. Сверху алычи кладу по одному зубчику чеснока, пол-листа лаврушки, несколько дольчиков сельдерея, по одному дольчику стручкового перца и немного базилика. Все, одна банка уже укомплектована. Также поступаю с остальными двумя баночками. Провожу первый залив. При работе с кипятком может произойти самое непредвиденное, поэтому всегда под банки кладу глубокие тарелки. Я достаточно осторожно заливаю банку с алычой кипятком. Сначала немного воды лью на алычу, чуть-чуть жду, чтобы баночка тоже согрелась, а затем полностью заливаю алычу кипятком. Так как от сильного перепада температуры банки могут полопаться. Теперь прикрываю банки с алычой, кладу сверху груз. В данном случае это перевернутые миски. И оставляю их на некоторое время. На самом деле на литровую банку для заливки 10-15 минут достаточно. Соответственно, на 2-литровую 20-30 минут. Но я оставляю банки не меньше получаса, иногда даже на час. Прошел примерно час, и я возвращаюсь к банкам. Выливаю из банок воду, я бы даже сказала, уже практически рассол в кастрюлю и кипячу пару минут. В этом и заключается вся красота метода, что вам не надо следить за временем и выполнять какие-то последующие действия в рамках конкретного временного отрезка. Вы можете оставить банки на пару часов или даже на день, заняться какими-то другими делами и вернуться к банкам в любое удобное для вас время. Вода уже закипела, и я провожу второй залив. Также осторожно заливаю баночки с алычой кипятком, прикрываю их крышкой и также сверху кладу груз. Прошел примерно час, и я вновь возвращаюсь к банкам. Выливаю из банок воду в кастрюлю и кипячу ее пару минут. Теперь в каждую банку сверху алычи насыпаю по 1/3 чайной ложки сахара, 1 чайной ложки соли и наливаю 2 столовые ложки уксуса. Заливаю прокипяченным рассолом и тут же закатываю банки. Друзья, вот этот момент очень важен, так как после первых 2 заливок можно отходить на час и даже на несколько часов. Ничего страшного не произойдет. Алыча еще больше стерилизуется. Но как только проведете 3-й залив, тут же надо закатывать банки. Друзья, хочу подчеркнуть очень важный момент. Я наливаю воду из банок в кастрюлю, прокипятив ее пару минут, обратно заливаю воду по банкам. При желании воду в банках можно безвозвратно вылить и еще раз заливать банки крутым кипятком из чайника. С точки зрения техники безопасности такой метод безопаснее, чем прокипятить воду в кастрюле и обратно заливать по банкам. Ну вот как это делаю я. Но лично мне выливать эту воду, как воду, практически рассол. Просто руки не поднимаются. Вы же действуете на свое усмотрение. Теперь переворачиваю банки и оставляю их под теплым пледом примерно на сутки. Банки с маринованной алчой должны остыть медленно. На следующий день достаю банки и вуаля! Ароматная, душистая, безумно вкусная закуска к любому застолью, маринованная алыча, готова. Теперь убираю баночки с маринованной алычой на балкон. Друзья, как вы успели заметить, мариновать алычу таким способом ничего не стоит, а конечный продукт получается невероятно вкусным. Обязательно закатайте хотя бы пару баночек вот такой вкуснятины, без консервантов и прочих добавок. Ведь ничто не заменит домашнюю кухню.
Всем желаю приятного аппетита и побольше приятных поводов для застолья. А я благодарю всех за просмотр и очень надеюсь, что мое видео понравилось вам и вы не забудете ставить лайк этому видео. Напоследок предлагаю посмотреть видеорецепт маринованных помидор. Я пока прощаюсь с вами, но ненадолго. Жду вас на своем канале, ведь я и рада, всегда вам рада. Гостей приглашаю подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые практичные рецепты полезных вкусняшек от Вуаля Ас. Пока-пока и до новых встреч!